Привет! В этом видео я бы хотел показать, как можно сделать вот подобный рендер с вот этой вот лапшой, с этой мисочкой. Как настроить материал так, чтобы, например, вот эта лапша была похожа на настоящую лапшу, что ли. Чтобы была вот такая вот прозрачность какая-то в ней. И давайте начнем это делать. Я уже определенным образом подготовился к этому вопросу. Но начнем мы, тем не менее, с мисочки. И будем ее сначала моделировать. Сделаем цилиндр. Пусть сегментов столько и будет. Нам особо не принципиально. Уменьшим. Это будет ее такая вот подставка, что ли. Нижняя часть, в общем. Затем давайте вот так вот, тогда уже проще будет. Вот так вот экструдим. Где-то, думаю, где-то. Может быть, давайте в полную высоту миски. Примерно вот так вот возьмем. Затем что? Добавим здесь петлю. Здесь. И постепенно это все дело расширим. Может, даже она какая-то широкая получится, но тем не менее мы, если что, ее подрежем. Сейчас нам важно именно взять, дать ей нужную толщину. Так, нет. Здесь где-то вот так. Тут еще петлю накинем. Так. Немножко вниз. Вот эту верхнюю часть, в принципе, можно Dissolve Vertical сделать. Удалить вот эту вот шапку. Так, шапку мы удаляем. Примерно смотрим, что у нас получается. Может быть, здесь вот так. Тут ближе к серединке. Так, смотрим на саму чашу. Посмотрим на то, что есть в примере. Угу. Видно. В принципе, тут окей. Надо сделать сейчас тут bevel вот такой вот. И теперь Alt-E, Extrude Long Normals на вот такую вот небольшую глубину, где-то вот так вот. Затем применю Scale, Ctrl-A Scale, выделю вот эти петли, так вот эту и вот эту. Сделаю им Ctrl-B. Даже еще вот эти, наверное, возьму. Но их сначала лучше сожму, чтобы у меня было больше пространства. Сделаю SZ. Вот такую вот историю. Тут можно, в принципе, дважды G, немножко вверх. Может, нам даже не понадобится сейчас Ctrl-B здесь сделать еще. Пока вот оставим вот так вот. Там при Subdivision уже должно это дело все исправиться. Теперь что? Я бы, наверное, хотел в целом вот эту вот вещь ужать, потому что она, по мне, получилась какой-то слишком широкой. Тут немножечко потянет. Пока оставлю вот так вот. Это пока что наша миска. Может быть, для красоты какой-то вот здесь вот так сделаю. Тут я бы хотел Ctrl-B и вот такую вещь накинуть. Так, и смотрю, примерно миска у меня готова. Именно ее вот такая основная форма. Поэтому я добавлю ей Solidify. Но сначала сделаю Ctrl-A, All Transform и Set Region to Geometry. Так, Even Thickness. И примерная толщина у нее. Я хочу, чтобы она была такой. Добавлю Bevel, добавлю Subdivision Surface. Хотя Bevel, наверное, даже не надо. Но пока пусть будет. Так.
Тут поставлю 60. 40. Ну вот 40 в принципе хватает. Но все-таки bevel. Ну, может он не лишний даже. Но в какой-то степени он лишний. Поэтому я думаю, что пока мы можем без него обойтись. В принципе, хорошие скругления создаются и сами по себе. Только я бы хотел немного подправить геометрию самой вот этой вот чаши. Тут все-таки надо бы, я думаю, вот так сделать. Так. Здесь тоже сделаю bevel на, так вот, на 2 сегмента. Просто чтобы иметь возможность вот тут немножко расширить. Так, смотрю, устраивает ли меня форма. Меня не совсем устраивает вот этот момент, поэтому я тут добавляю еще одну петлю и вот так вот вверх подвожу. Вот тут я выделяю и делаю инсет. Ну, вот так вот в центр. Хорошо. Вот такая вот история у нас с чашечкой вот этой нашей образовалась. Что если сделать ее так, дважды G и вот так вот еще. Ну, тут тоже эту петлю выделить, дважды G. Нет, тут как-то неплохо получается, поэтому лучше верну. Лучше верну до вот такого состояния. Хорошо, сама вот эта у нас мисочка есть. Она смоделирована. Еще раз посмотрю, устраивает ли меня полностью на ней геометрия. Если я сделаю вот так. То есть тут такой процесс, на самом деле, он творческий в какой-то степени. Потому что если вы будете это делать для какого-то своего проекта, то наверняка вы больше времени уделите тому, чтобы взять все вот такие вот мелкие детали, просмотреть. Но вот в данный момент вот эта миска, она, мне кажется, на самом деле даже немножко узковатой. Я бы ее вот так вот немножко расширил бы, прям совсем чуть-чуть. Применил бы все трансформирования Origin к геометрии. И получается, что вот тут Dissolve Edges. Может, так даже получше будет, если этот еще. Ну и вот тут оно как будто бы стало немножко более округлым. Собственно, это меня и интересует. Вот, хорошо, мисочка есть. Мисочка есть. Далее что? Далее такой момент, над которым я сидел там, несколько часов, думал, как это лучше сделать, чтобы это было и не слишком долго, и чтобы это было более-менее оптимизировано, что ли, по рабочему процессу. Пытался симулировать вот спагетти, я, собственно, сейчас о них и говорю. Вот эти вот спагетти. Вот. Но, тем не менее, в конечном итоге, как по мне, лучший результат получился только при вот ручной работе с этими самыми, с кривыми. Так. Я вот сейчас просто думаю, мне, наверное, хотелось бы еще немножко вот тут ужать. Самую малость, где-то вот так. Да, и с этим теперь точно закончено. Как мы делаем дальше макарошки? Я сейчас объясню весь этот процесс, но я повторять еще раз его не буду, потому что это занимает определенное время, но это, скажем так, минимум 20 минут ролика просто на то, чтобы я двигал вот эти кривые. Но я сейчас вам покажу, и вы, в принципе, сами все поймете. Значит, у нас есть такой вот путь, который у нас вот так вот изгибается. Это, собственно, то, что нам и нужно. Мы его можем сделать, например, subdivide, чтобы добавить больше количества точек, или просто экструдить вот эти точки мы можем. Значит, что мы делаем первоначально? Мы добавляем ему геометрию, делаем вот эту вот глубину и выбираем толщину вот нашей макарошки, которая у нас
собственно, должно быть. В примере они там достаточно толстые, поэтому я возьму вот такой вот размер и ставим галочку Fill Caps. Затем, как я это делал, я, например, размещаю. Я не заполнял полностью вот эту всю миску, потому что в этом нет смысла. Я делал вот так вот Circle, A, F, то есть чтобы заполнить сам вот этот вот круг. Ставил примерно вот на такой вот высоте. Затем опускал вот эти вот макарошки. Вот тут можно, в принципе, Shift Move. И вот так вот брал точку сюда, точку сюда, точку сюда, сюда. Так, вот так. Можно экструд сделать, еще потянуть. Тут поправить то, что нам нужно. И потом берешь там Shift-D, вращаешь по Z. Потом это все можно мало смещать. Ну и вот так вот постепенно, постепенно, постепенно. То есть, например, там уже, чтобы верха какие-то заполнить, мы это все копируем, вращаем там, например, по локальной оси X. Там опускаем. Тоже Shift-D. Вот так вот крутим. Ну, собственно, и так далее. Ну, немножко сейчас поделаю, просто чтобы потом было более понятно. То есть мы можем дальше регулировать сами вот эти точки, так как нам, собственно, это надо. И делаем максимально подходящий для нас вариант. Я все это делал на глаз, поэтому я думаю, что у вас тоже не составит какого-либо труда это все повторить. В принципе, вот я тут показываю, и достаточно неплохое начало у меня тут положено. Shift-D. Вот, вращаем. Shift-D еще. Тут вот так вот можно, например, Shift-D. Вот так, вот так. Ну, собственно, и вот так вот, так и выглядит весь этот процесс создания макарошек. Но, как видите, тоже за счет того, что они толстенькие, тут, в принципе, работать над этим недолго. Вот. Но, тем не менее, я возьму из своего уже готового проекта, я я возьму вот эти свои макарошки, которые у меня тут уже готовы. Но только я беру еще те, которые не переведены в Mesh. Так, Copy Objects. Ctrl-V. Вот, и вот тут я прям намешал вот достаточно порядочно вот этого всего. Так, можно scale сделать. Ну и вы, собственно, возитесь с этим, пока вас не устроит тот результат, который у вас получится. Вот, мне сейчас, наверное, тоже придется повозиться. Немножко вот с какими-то такими вот вещами, чтобы они особо не торчали. Хотя, может, они были там пониже, поэтому я пока лучше выделю все, опущу пониже. Да, скорее всего, они были ниже, поэтому так. Так, тут у меня две тарелочки или одна тарелочка внутри. По-моему, там один круг у меня. Вот. И, собственно, в конечном итоге вот такой вот навал из вот этих вот макарошек вы получаете. То есть тут это все дело, оно достаточно несложное. Просто то, что отнимает какое-то время. Так, теперь что? Теперь мы выберем точку вида для вот этого всего нашего дела. Я возьму, наверное, отсюда. Мне она тут больше всего нравится. Так, камера. Пытался поставить, кстати, аддон Screencast Case, но вот, судя по всему, в Blender 3.0 он плохо работает, там сейчас куча ошибок вылезает, поэтому, к сожалению, пока без него. Но я полагаю, то, что вот меня смотрят люди, которые плюс-минус ориентируются немножко в клавишах, в том, что нажимается. Так. Это я сейчас просто вращаю камеру. Ничего такого вот сверхъестественного не происходит.
Так, поставим сразу cycles, GPU. Тут сэмплы. Ну, хотя, в принципе, рендерить не буду. Ставлю high contrast. Так, смотрю. Окей, эта история есть. Теперь что нам надо? Нам надо просматривать вот тут пустоты, чтобы потом при создании меша там не было вот таких вот черных пятен. Поэтому мы сначала добавим на фон HDRI карту, чтобы она была нашим освещением. Open. Так, затем HDRI. Так. Reinforced. Конкретно это вы можете найти на сайте. Сейчас скажу на каком даже. Я вот даже прямо в блендере напишу это все. По-моему, там, если зайти на сайт Polyheaven, вроде как-то так. Вот, Polyheaven, то, собственно, там вы сможете найти раздел с HDRI картами, а затем уже по названию, ну вот, Reinforced Concrete. Сейчас, вот, по вот этому конкретному названию вы сможете найти нужную HDRI карту или же выбрать какую-то свою. Вот, не добавлял ссылки, потому что, в принципе, это достаточно просто сделать. Не вижу в этом смысла. Так, тут у нас торчит макарошка. Можем просто vertical один удалить. Ну и просмотрим сейчас, что у нас происходит. Verticals, X verticals. Все, вроде больше нигде ничего не торчит. Так, не, вот еще. X verticals. Все, это есть. Так, рендер. Смотрим и избавляемся от черных пятен. И, собственно, от вот таких вот перекрытий. Значит, тоже тут продолжается немножко ручная работа с макарошками. Мы двигаем вот эти вот все вертексы, чтобы было как можно меньше некрасивых мест. Так, ну, в принципе, тут вот так можно. Затем вот тут плохое место. Так. Так. Затем вот это сюда. Тут надо бы, видимо, приподнять. Ну, чтобы не совсем она тут прям так сильно выбивалась. Где-то вот. Ну-ка, просмотрим. В принципе, да. То, что мне надо, но вот тут... Так, здесь сюда подвигаю. Здесь вот сюда. Ну и, в принципе, такие вот базовые вещи, они тут сделаны. Ну, вот так вот, я думаю, будет пока что достаточно. Хотя, может, мы сейчас, если повернем камеру, то будет и, собственно, и недостаточно. Но давайте посмотрим, собственно, как это все выглядит. Я это все хочу повернуть примерно как это есть в примере в данном, который я подготовил заранее для урока. Так, ну примерно вот что-то такое. Вот прям чего-то такого резкого я не вижу. Может, вот тут немножко. Тут малость вниз.
Так, да, к слову, сохраню. Ну, не наименовал, потому что я, в принципе, потом удалю этот файл. Но забыл сохранить его, не забывайте. Потому что это может очень плохо закончиться. Так, хорошо, это есть. Смотрим по просветам. В принципе, меня тоже все устраивает. Каких-то даже резких переходов, там, залетов друг на друга нет. Поэтому я выделяю все вот эти наши кривые. Затем Object, Convert to Mesh. Так, думает. Нет, все. Mesh сделал. И теперь Ctrl-J. J как зонтик. Собственно. И мы сделали вот такие вот макарошки, спагетти. Затем что? Затем нам надо симулировать... Ой, зачем цилиндр добавил? Симулировать соус сверху, который. Для этого мы берем plane. На plane добавляем subdivision. Ну, раза вот 3 пока что хватит. Немножко скейлим. Так, теперь мы выделяем вот эти макарошки и добавляем им коллизию. Тут просто включаем галочку Collision, а здесь Close. Добавили Close, теперь Self Collision ставим. Смотрим, как оно будет это дело симулироваться. Так, пока мало сегментов. Ставим 5. Запускаем еще раз. Уже ближе к тому, что нам нужно. Добавлю еще один subdivision на одну итерацию. Так. Тут, может быть, немножко вот так сдвину, чтобы посмотреть, как в этом месте будет это все. Угу. Вот так. А если малость сюда? Нет. Ну, сейчас мы просто выбираем наиболее подходящее место. Может, даже тут не 5, а 4, потому что мне не нужны прям такие сильные складки. Что хочу, чтобы это было чуть более похоже на соус. Так, нет, еще немножко вперед. Ну вот опять же таки начался такой легкий творческий процесс. Примерно вот такое меня устроит. Да, и сейчас мы его немножко подвигаем в... Так, я вот это все применю. И теперь мы это немножко подвигаем в скульптинге. Просто чтобы края у нас не были такими вот круглыми. Возьмем вот данный инструмент. Так, вид с камеры у нас здесь, так что вот эту сторону мы примерно будем двигать. Мы будем делать всего лишь такие вот легкие волны. Это я нажимаю F, и я могу увеличивать, уменьшать сам инструмент. Вот примерно как-то так. Посмотрю. Ну и да, меня пока вот такой вот устроит. Затем мне надо сделать его потолще, конечно же. Делаю Solidify и делаю сразу Subdivision. И выбираю толщину. Ну, примерно что-то вот такое вот. Хотелось бы еще проверить на вывернутость нормалей. Нет, все нормально. Все нормальные. Затем мы делаем вот такие вот листики. Мы их делаем с помощью плейна. И делаем мы их достаточно просто. Даже вот так вот. Это вся будет их высота. По X это все дело сжимаем. Так. Тоже выбираем нужную нам форму. Применяю Scale. Тут делаю Shift-Ctrl-B, чтобы сделать такую вот закругленность. Тут можно, в принципе, Ctrl-B сделать. То же самое.
то же самое. Хорошо. И теперь вид сбоку. Выделяем вот эти точки. Включаем пропорциональное редактирование. Так. Забыл все выделить. GZ. Даже вот как-то. И с помощью колесика мышки вот так вот мы это все пододвинем. Так, есть такая история. Выключаю его. Просто GZ поправляю так, как мне это нужно. Ну, примерно вот так вот. Теперь Solidify. Теперь Subdivision Surface. Shade Smooth. Добавлю еще одну итерацию. Даже 3, может быть. Вот примерно такая у нас получается. Получается такой вот листик. Мы его уменьшим. Повернем. И давайте его как-то располагать. Пусть он будет немножко повыше. Shift-D. Чуть-чуть уменьшу. Так. Может где-то вот так вот. Так. Здесь, может быть, вот так вот сделаю. И надо применить Ctrl-A Scale, но поменьше это все сделать. Слушай, это как-то слишком толстенько получилось. Так, здесь вот так вот. Смотрим. Ну, примерно сейчас, чтобы повторить вот эту всю историю. Где-то вот. Да, я думаю, вот так, но теперь в целом его крутану вот до такой степени. Хорошо, меня, в принципе, устраивают эти листики. Теперь я бы хотел сделать что? Теперь нам осталось, если посмотреть, то осталось сделать только вот эти палочки, которые достаточно просто делаются. Сохраняю проект. Берем цилиндр самый обычный. Вытаскиваем. Так. И уменьшаем его до нужной толщины. Ну, где-то вот так вот. Shade Smooth. Bevel. Subdivision Surface. Так. Сегменты 2. В целом это, ну, не обязательно такие прям такая детализация, скажем, для таких объектов. Но, тем не менее, всегда приятно, когда оно выглядит таким сглаженным и, собственно, красивым. Хотя это можно было сделать и другими способами, более оптимизированно. Но, тем не менее. Так, Shift-D. Не с той стороны я его добавил немножко. А вот с этой надо. Ну и вращаю так, как мне это будет смотреться приятно. Тут немного поближе. Может быть, немножко вот так вверх. закину его, чтобы оно не было прям идеально ровно.
И вот так они примерно торчат из нашей миски. Нет, вот из наших спагетти. Вот. Камеру для камеры поставим квадратный вид. Более такой вот. И можно ее линзу, ну вот так вот поближе. Смотрим, что у нас получается по модели самой. И в принципе достаточно хорошо. Теперь, что бы я сделал, я бы добавил plane на фон. Экструднул заднюю стенку. Ну и по классике. По классике все. Здесь вот так вот. Затем нам надо добавить материалы. Тут тоже все достаточно просто. Мы просто берем уже в шейдинге. Добавляем постепенно. Тут никаких сверхъестественных материалов нет. Поэтому я покажу. Будем смотреть прямо на рендере. Так, вот это, конечно, сама деталь. Я бы не хотел, чтобы она мне как-то, скажем так, маячила на фоне. Я, наверное, покажу, как это лучше можно взять и... Так, тут у меня тень с другой стороны. Наверное, надо бы покрутить саму HDRI-карту. А может и не надо бы. Может, в принципе, с этой стороны тень тоже достаточно неплохое решение. Так, ну, в любом случае, я бы хотел все же показать, как я это делал сам. Поэтому я выключу на рендере вот этот вот фон, чтобы он мне не мешал. Вот, тут добавлю Area Light. Покручу его примерно так, как мне это надо. Поставлю на диск. Ну, поставлю вот такой вот поворот. Силу 150. Ну, просто вот чтобы создался вот такой вот ореол, что ли, или обводка. Вот. Хорошо. Ну-ка, сейчас немножко покрутим. И, в принципе, да, это то, что мне надо, но тут тогда силу поменьше. 60. Какие-то условные 60. Ну-ка, если мы будем чуть-чуть это вращать, чтобы получить чуть более темную тень. Color Management. Ну-ка, Very High Contrast. Да, мне так больше нравится. В кривых я возьму и, пожалуй, немножечко вот так вот сделаю. Совсем малость. Так, затем материал. Такой самый интересный материал для макарошек. Мы берем, просто ему делаем, ну, им делаем примерно вот такой вот цвет. И затем Subsurface выкручиваем на максимум. И получается сейчас подбираем такие цвета, чтобы оно симпатичнее всего смотрелось. Сейчас пока получилось каким-то слишком оранжевым. Я вот так сделаю. Так. Подбираем. Так, тут может ему roughness поставить на 0.4, чтобы они были более блестящими. Ну-ка, если в целом глянуть. Так. Сейчас тут еще надо, может быть, посмотреть настройки света, чтобы макароны все же просвечивались малость. Так, тут темно. 200. Как будто бы, да. Ну-ка, если отключить.
пусть будет так, если просто high контраст. Лучше поставлю high контраст, чтобы оно не было таким вот насыщенным. Так, хорошо, пока они у меня так получились. Затем нанесем остальные материалы. Тут я уже делаю градиентную текстуру. Color Ramp. Подключаю все. Ctrl-T на Gradient Texture. Это делается с помощью аддона Node Wrangler. И смотрим, какие тут цвета. Красный и оранжевый. Хорошо, давайте красный и оранжевый добавим. Красный. Такой вот оранжевый. Я бы его поменял местами. Но только тут чуть-чуть более оранжевым, не совсем таким, чтобы уж прям... Хотя наоборот лучше сделать. Тут чуть более оранжевым, но вот здесь чуть более красным. Так, выделяйся. Вот где-то вот так. Так, затем что? Затем вот эти самые листики, я их объединю в одну штуку, но... Хотя нет, не буду пока что. Сделаю пока Ctrl-L, Link Material. Это я выделил второй объект, вот этот вот соус, и сделаю ему Ctrl-L просто, и там Link Material. Тут дублирую этот материал и меняю ему цвет на вот тут зеленый. Ну и тут зеленый, но немножко потемнее. Тут может даже чуть более желтый. Да. Так. Да. Теперь выделяю вот эти два. И последним наш готовый с материалом. И тоже link материал. Хорошо, это есть. Так, теперь для палочек. Ну, тут цвет я выберу примерно, думаю, вот такой. Ctrl-L, link материал. Но только roughness ему поставлю на 0.3. Так, смотрим. Смотрим, что у нас есть. Соусу тоже хотелось бы roughness уменьшить. Да, вообще там до 0.2, наверное. Ну, это же соус, он-то получается у нас жидкий. Или 0.2 это даже много. 0.3. Вот, соус у нас получается жидкий сам по себе. И, собственно, блестящий. Так, смотрю, все ли меня устраивает. Сделаю тут, наверное, даже, чтобы проще было смотреть, включу denoise на viewport. Так. В принципе, да. В принципе, это оно. Вот тут есть какое-то темное такое пятно, но тут, наверное, стоило бы просто эти макарошки расширить. Но я, собственно, этим уже заниматься не буду. Я лучше более важные детали сейчас докручу. Так. Значит... В принципе, если тут не таким белым сделать, а чуть более насыщенным. Может, таким вот. Может, оно так даже получше будет. В принципе, да, мне так даже, я бы сказал, больше нравится в какой-то степени. Всегда можно, конечно, добавить, например, еще градиент на сами вот эти макарошки. Ну, то есть, почему бы и нет. Там тогда оно будет еще чуть более вариативное, еще чуть более интересное. Ну, например, Gradient Texture, тоже Color Ramp, собственно. Ctrl-T, подключаем сюда. Ну и, например, тут поставлю какой-то такой вот оранжевенький. Здесь подтяну. И поставлю какой-то такой вот желтый. Так, материал превью. Generated. Ctrl-A. All Transform. А ну-ка. Это слабо вижу изменения, если честно.
слабо вижу изменения. Может быть. Это очень интересный, кстати, момент. Так, ну ладно, в принципе, конечно, урок не об этом, но хотелось бы разобраться, что это такое. Почему так плохо видно? Да, но в принципе почему-то не хочет. Угу. Что-то интересное. Что-то интересное, но почему-то в принципе не хочет брать и поработать с ним. Может, я для другого вообще там применяю это все дело? Да. Ага. Ага, все. Все, я понял. Я применяю для вот этой фоновой штуки. Или нет? Не, ну погодите-ка. Это интересно. Но почему-то Blender отказывается мне сейчас с этим помогать. Может, если объект поставлю, то... А ну-ка. Ну да, почему-то отказывается. Может быть, я сейчас просто не замечаю очевидные ошибки. Ага, он просто, походу, в материал превью. Все понятно. Материал превью портит отображение с Subsurface. Хорошо, ладно, в принципе, нам этого будет достаточно. И я думаю, можем посмотреть на финальный результат. На то, что у нас получается. Так, чуть-чуть более желтым. Раз. И вот, да, получается именно тот цвет у макрон, который он там примерно и есть. Ну, тут мы можем, например, чуть более красным. Ну, что-то такое, да. И у нас получается, собственно, тот результат, который у нас есть на самом превью. Тут ничего сверхъестественного прям нет, но, тем не менее, я вам это рассказал. Вот, надеюсь, у вас получится так же хорошо или даже еще лучше. Вот, а пока на этом все. Если вам понравилось, буду рад, конечно же, какому-то отзыву. Вот, собственно, а пока это все. Спасибо большое, что посмотрели. Все, пока.